Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола за прошлую неделю. Начать выпуск хочу с благодарности и дизлайков. Дело в том, что в этом году на выставку МОО 2019, которая проходила на Тайване, летали представители некоторых российских магазинов. И мы имели возможность, так сказать, из первых рук получать информацию для новостей. Отдельное спасибо хочу сказать магазину Airsoft Store, который разрешил использовать для новостей свои материалы с выставки МОО. Благодаря им мы получили много интересных новостей и подробностей. А вот другой российский магазин, который тоже был на выставке МОО и который я не буду упоминать в этом выпуске, не разрешил мне использовать для выпуска новостей фотографии, которые они там сделали, сославшись на какие-то там инструкции. Жадины. Итак, хватит лирики, начнем разбираться с новинками с выставки и не только. Modify наконец показали серийный образец газового пистолет-пулемета PP-2000, а также увеличенный магазин на 58 шаров и глушитель. Прямо сейчас идет сбор предзаказов от магазинов, и уже весной начнутся отгрузки. Но, к сожалению, в Россию, скорее всего, будет поставляться версия без маркировки PP-2000, чтобы избежать проблем с лицензиями. На стенде были показаны три варианта корпуса: в черном, белом и розовом цвете. Зачем им розовый цвет? Ну, потому что могут. AEG-версия тоже планируется, ее релиз обещает уже к маю 2020 года. Arcturus показали свою AEG-версию АК-12. После первого анонса многие думали, что это будет АК-12К, то есть укороченная версия. Но по факту показали полноразмерный АК-12. Раз уж модель 12К тоже засветили, то ее тоже можно ожидать. Точно известно, что в приводе реализована быстрая замена пружины через сложенный приклад. А вот про отсечку по 2 выстрела точной информации я пока так и не нашел. Помимо Arcturus, на стенде MOS Manufacture были показаны новинки от E&L. Самой горячей новинкой можно смело считать AEG-версию SVD от E&L. Судя по имеющейся у меня информации, она полностью выполнена из стали, а дерево и покраска точно такая же, как и у боевого прототипа. Похоже, фанаты SVD наконец получили полноценную альтернативу SVD от Real Sword. Еще E&L показали ГББ-версию китайского пистолета QSZ-92 и AEG-версию китайской штурмовой винтовки Type 95. Raptor Airsoft привезли на МОО все тот же предсерийный образец SV98M. Многие ожидали увидеть более законченный вариант винтовки, но пока она все еще в виде предсерийного прототипа. В марте эту винтовку планируют показать на стенде магазина Gunfire на выставке IWA 2020. Возможно, там мы увидим уже более законченную версию. Просматривая страницы азиатских коллег в поисках новостей, я наткнулся на одну очень интересную фотографию, сделанную на Тайване. На столе лежит SR2M вереск от NPO AEG. Рядом коробка от TWI и детали от винтовок Raptor Airsoft. Очень похоже на партизанский анонс вереска от Raptor, но это не точно. Зато абсолютно точно оригинальный SR2M вереск от NPO AEG приехал в российский магазин airsoftsports.ru. Внутри стоит камера хупапа от АК, установлен внутренний стволик 6,02 мм длиной 190 мм и модифицированный AEG гирбокс, который позволил получить выхлоп в 70 метров в секунду. Помимо этого, в наличии у Airsoft Sports есть специальный кейс, глушитель, насадка ствола с планками, рис-планка на цевье и магазины на 90 шаров. Ссылка на все это в описании. Вернемся к выставке. На стенде Angry Gun можно было посмотреть киты для конвертации L85A2 в L85A3 для AEG и ГББ. Кит состоит из вывешенного цевья L85A3 HK, газблока, алюминиевого ствола и пинов. Кит для AEG подходит для L85A2 от G&G и Army. ГББ-кит для L85A2 от VE. Для любителей глоков с прикладом Angry Gun сделали очень компактный кит для конвертации Glock 19 от Tokyo Marui в карабин с прикладом. Кроме того, были показаны реплики глушителей Rotex, которые можно использовать как в виде обычных имитаций для удлинения внутреннего стволика, так и в качестве корпуса для трассерного модуля AT-2000.
LCT, как и обещали, привезли на МОО готовый серийный образец РПК-16 АЕК, и все желающие могли его потрогать, оценить эргономику и развесовку. Помимо АК-12, LCT привезли кучу приводов в репликах обвеса от зенитки. Видимо, это тренд следующего года. А еще в своем каталоге на 2020 год LCT анонсировали выпуск реплик глушителей PBS-1, PBS-4, Кочевник и Путник с предустановленными трассерными модулями. Какой именно трассерный модуль будет использоваться, пока не уточняется. ICS привезли на выставку все новинки, про которые они говорили в последнее время. Если кто пропустил, то это компактный PDW AEK с эргономикой М-ки и магазинами а-ля 9 мм, обновленный МП5 с рабочим режимом стрельбы с отсечкой по 3 шара, новый лицензионный ГББ пистолет SAR-9 и новый CXP АК с электронным спуском, электроникой с возможностью настраивать режимы огня, гирбоксом с быстрой заменой пружины и очень неплохой внутрянкой, которую ICS даже показали отдельно. Для российских владельцев гранатометов MGL хорошие новости. ICS планирует выпустить комплект из барабана и ствола в металле, что должно повысить надежность гранатомета при использовании пиротехники на вышибном заряде. Об этом нам сообщили представители Airsoft Store. Кстати, Airsoft Store обещают привезти все эти новинки в Россию уже к лету 2020 года. А новинки этого года появятся на их сайте уже в середине января вместе с гранатометами ГП-30 и М79 от King Arms. Прямо сейчас на сайте Airsoft Store стартует новогодняя распродажа. Если с 16 по 29 декабря 2019 года на этапе оформления заказов ввести код купона HAPPY2020, то вы получите 10% скидку. Подробности акции по ссылке в описании. Ace-Tech показали новый компактный модуль подсветки трассерных шаров. Его прототип уже показывали на EVO 2019, и изначально его планировали назвать AT200, но в итоге новинка называется AT2000R. Модуль работает от одного аккумулятора формата 3А, который заряжается от USB. Главный смысл AT2000R — это возможность встраивать в глушители, чтобы получить и трассерную подсветку, и возможность заглушить звук выстрела на ГББ и ВВД. Вес новинки всего 60 грамм. Ценник обещают на уровне AT2000. Кстати, совсем недавно в Airsoft Rus приехала большая поставка трассеров от различных производителей. AT2000R там пока нет, но все равно есть из чего выбрать. GHK показали свой новый ГББ Glock 17. Главной фишкой является то, что затвор и внешний ствол выполнены из стали. Это реально сталь. ГХК даже не поленились притащить примеры кусков, из которых точатся детали для этого пистолета. Видео с демонстрацией работы я пока не нашел, но надеюсь, этот Glock не только круто выглядит, но и стреляет. Кстати, о глоках. На этой неделе Airsoft Rus выкатил новинку. Это пластиковая кобура, в которую помещаются все страйкбольные глоки формата Glock 17 и короче. Новинка сделана в коллаборации со Stitch Profi на основе популярной кобуры Альфа. Так как у страйкбольных глоков затвор зачастую шире, чем у огнестрельных, специалисты Airsoft Rus изменили модель, сделав ее шире и добавив в основание вырез для того, чтобы в кобуру помещались страйкбольные глоки с переводчиком режимов огня. Например, Glock 18C от Sima или VE. На текущий момент продается версия под правую руку в расцветках черный, олива и песок. Обзор на новинку я уже готовлю. А еще в Airsoft Rus приехала SBR от King Arms. Да, это тот самый привод, который вы могли часто видеть в наших видео, на который я уже сделал обзор и про который вы меня постоянно спрашиваете, что это за привод и где его можно купить. Это King Arms SBR, купить его можно в Airsoft Rus. Bolt Airsoft взялись за АКМ. Если вы вдруг пропустили, то пару лет назад Bolt Airsoft делали AEK АКСУ с отдачей сильнее, чем у ГББ. Первые прототипы от отдачи разбирали сами себя прямо на выставке EVO 2018. А вот на EVO 2019 рабочий прототип уже сам себя не разбирал. Судя по примеру демонстрации работы, новый АКМ тоже держится, но очень прожорлив до аккумулятора. Коллеги из VM ASG рассказали о том, что Action Army работают над страйкбольной ГББ версией пистолета Ruger MK4. Релиз запланирован на март 2020 года. И напоследок хочу рассказать об одном интересном проекте от Димы Белова с канала Убежище 151 и мастерской Heavy Barrel. Совместными усилиями они сделали современный кастомный обвес для М1А1 Thompson. В итоге они получили Thompson с раздвижным прикладом,
вывешенным цевьем с интерфейсом M-Log, имитацией ДТК с модулем трассерной подсветки шаров от Acetec и даже рабочим магазином-бубном. Если вы хотите знать все подробности этого проекта, посмотрите обзор на канале Убежище 151. Там же есть все ссылки, в том числе на бесплатные файлы 3D-моделей для печати. Чуть не забыл. В очередной раз прошу уделить совсем немного вашего времени и поддержать участников из России в международном голосовании Airsoft Player Choice Awards. Этап номинирования подходит к концу, и у нас осталось совсем немного времени, а иностранные проекты напирают из всех соцсетей. Ссылка в описании. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, обязательно жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому что, как показала практика, просто подписка этого не гарантирует. С вами был Евгеньевич, до скорого!